Лучшие из лучших в бюджетном сегменте беспроводные наушники. Около 400 пар наушников я тестировал, на 200 из них сделал обзоры на канале. 2 пары из 3, которые я последнее время проверяю, разочаровывают максимально сильно, и обзоры я на них не делаю. Поэтому набрать 10 пар бюджетных наушников, которые вам и мне понравятся, при этом чтобы они у меня дожили до топа, довольно непросто. Ничто не вечно под луной, а новинки это всегда хорошо. Хотя прогресс идет, все меняется, и уже подоспела новая десятка лучших, по моему мнению, наушников по соотношению цена-качество по цене до $60 США. Все подробные обзоры на них на канале, а общую информацию вы сейчас услышите и увидите. Выбирайте, что понравится. Расположено все согласно моим предпочтениям, но советую я все ниже перечисленное. Tube 789, всем привет, вы на канале Польза.нет, меня зовут Саня, ежемесячно я разыгрываю 5 Mi Band 5 серии за лайк, подписку и комментарий к любому видео. Конкурсов под конец месяца всегда много, все условия в описании. Сейчас в розыгрыше есть еще беспроводные наушники Vivo и 2 экземпляра наушников Mixsider E9 Pro. А теперь топ-10 беспроводных наушников до $60 в 2021 году. 10 место. Беспроводные наушники Xiaomi QCY T10. Уровень ожидания от этих наушников у публики был столь высок, что когда я их покупал в далеком ноябре, даже розовый цвет было купить очень сложно. У QCY однозначно получилось сделать практически идеальную форму и размер затычек. Бокс емкостью в 600 мАч, по габаритам меньше большинства в 300 мАч. Двойной арматурный драйвер в каждом наушнике звучит как рекламный слоган с хай-фай звучанием премиального сегмента. А это очень дешевая модель, неприлично дешевая. Анимация, приятный матовый пластик, поддержка приложений, быстрая зарядка, независимое подключение, изменение громкости наушников. Все вроде бы в них хорошо, но и недостатков в них навалом. Внутри упаковки наушники, амбушюры ужасного качества, их нужно однозначно сразу менять. Пусть даже на амбушюры от Redmi AirDots, они и то лучше. Кабель для зарядки Type-C, как всегда, короткий. Инструкции и все. По боксу. Размер и вес вы сейчас видите на экране, емкость у него 600 мАч, 5 раз наушники с 0 до сотки он перезаряжает. Пластик приятный матовый, шов почти незаметен, щелчок мне понравился. Люфт у крышки почти нулевой. В кармане располагается удобно, есть 3 диода индикации заряда и сопряжения. Через кнопку на боксе можно сбрасывать настройки наушников к заводским. Зарядка бокса проходит только по кабелю. Вытряхнуть наушники из бокса можно, но сложно. Приложение абсолютно стандартное для QCY, скачивается просто. Устанавливаете его на телефон, мучительно подключаете уши с раза 10-го, обновляете прошивку, переназначаете тапы. Если потеряли наушники, включаете поиск, чтобы они у вас запищали. Плюс там есть эквалайзер, который, по моим ощущениям, никаким образом вам не поможет. С ушей через сенсоры можно отвечать на звонок, сбрасывать его, переключать треки, использовать как кнопку play-пауза, изменять громкость, вызывать голосового ассистента. Сенсоры работают по мне довольно плохо. Анимация настраивается без проблем, но она, конечно, с приличными тормозами и включается через раз. Заряд батареи всегда можно увидеть в программе, заряд наушников можно увидеть в программе и в шторке любого телефона. Наушники по одному работать могут, подключение к телефону независимое, переключение между правым и левым наушником бесшовное. Есть функция быстрой зарядки, за 10 минут в боксе наушники можно слушать час на 50% громкости. Автономность на 100% громкости при подключении по кодеку AAC ровно 3 часа. Скромно, но терпимо. Я бы сказал, даже ниже разумного минимума, хотя это смотря как смотреть. Защита от влаги IPX5 прилично, и этого хватает. Автоматическое подключение при открытии крышки с ранее сопряженным устройством есть. Внутри наушников по 2 арматурных драйвера и, разумеется, не самый лучший микрофон и звучание, с которым в этот раз слегка перемудрили. Но не настолько, чтобы они не вошли в мой топ. Самые дешевые из адекватных по звуку, внешнему виду и возможностями наушники. В них подозрительно хорошие высокие частоты, и местами они хуже, чем Redmi AirDots по звучанию, но громче и стабильнее. И примеры задержки, как и работы микрофона, вы можете посмотреть в моих обзорах по ссылке в описании к видео ко всем наушникам. Вы же не хотите топ на 45 минут? Кратко, уши достойные, несмотря ни на что и вопреки всему. 9 место. Honor Choice Moisen. Отличная автономность, крутой пластик для лоукоста, форма как у AirPods Pro, только размеры меньше. Минимум ненужных плюшек, в ушах есть диоды, которые при проигрывании музыки не мигают, что отрадно. Глянец без всяких лейблов и надписей. Для начала это не бренд Huawei или Honor в чистом виде. Пластик здесь как у Honor, внешний вид похож на их наушники, коробка как у всего бренда Huawei. И надпись Honor Choice может вас слегка смутить, но по факту сделал их завод бренда Kosonic, и эта модель была заказана Honor у этого завода. Название у нее Moisen. На упаковке все указано по-русски, внутри довольно радостный набор, документация, бокс для зарядки, наушники, кабель для зарядки
Type-C и комплект белых, но печальных сменных амбушюр. Бокс глянцевый, зарядка только от кабеля Type-C, емкость бокса всего 500 мАч. На 3 перезарядки наушников его хватает, заряд никак не узнать. Единственный индикатор — диод индикации. Когда бокс заряжается, он горит красным, когда заряжен — синим. Вес 37 граммов, ставить можно бокс на 4 грани, пластик качественный, крышка на одинокой металлической струне, легкий люфт у нее есть. В кармане выглядит прилично, при тряске ушки из бокса не вылетают, если трясти не гиперсильно. Выглядит лучше, чем стоит, размеры и вес адекватные. Однородный глянцевый белый пластик на борту, довольно много видимых мест сборки, что печально. Пластиковая сетка звуковода с канавкой слегка напрягает, в средних и маленьких ушах носить комфортно, из бокса доставать одной рукой можно, но сложно. По одному отрабатывают, в каждом наушнике по 55 мАч, мне хватило на 60% громкости заряда на 5 часов 50 минут воспроизведения. Размеры и вес вы видите на экране. Bluetooth 5 версии при связи с часами Stratos 3 за 1 час бега они один раз ловили приличную микропаузу, но не отваливались. С телефонами обрывов и микрофризов не было. Через 2 стены ловят, защита от влаги и пыли только у ушей, IP54, это довольно скромно. В ушах есть диоды, на паузе диоды наушников мигают, при проигрывании музыки и фильмов нет. Кодеки AAC и SBC. Есть коммутатор Master Slave, вы открываете бокс и ушки подключаются к ранее сопряженному устройству просто молниеносно. Шумодав только пассивный, анимации при подключении нет, ни с какими телефонами. В ушах сидят довольно комфортно. Управление сенсорами, плей-пауза, перелистывание треков, ответ на звонок и сброс звонка, вызов голосового помощника. Программы для управления или переназначения этапов в них нет. Как и нет функции изменения громкости и сенсоров приближения. Заметной задержки на YouTube нет, в играх она есть, притом по мне приличная. Микрофоны не супер, звук мало средних частот, много высоких и неприлично мало басов, но учитывая цену и внешний вид, уши топ, однозначно лучше и дешевле, чем Honor Lite, их древняя версия-прародитель. 8 место. Xiaomi Halo GT3, 1000 заказов, ловят через 2 бетонные стены. Не лучшие, но нормальные микрофоны, максимально классический форм-фактор, независимое подключение и отличный запас громкости. Я вообще в принципе не помню, чтобы Halo выпускала плохие продукты, хотя эти беспроводные наушники, конечно, слегка посредственные, но учитывая ценник, это просто предложение неописуемой щедрости. Пакинг. Ничего не меняется, эконом, но не ультра, стильненько. Внутри кейс для зарядки, амбушюры не самого худшего качества, а главное стандартные по размеру, можно менять на что угодно. Коротенький кабель для зарядки бокса форм-фактора Type-C и инструкция. Бокс из черного матового пластика по боксу. На фронтальной стороне 3 диода индикации блока заряда, скорее тусклые, чем яркие, информативные и не бесячие. Вес и размер вы сейчас видите. Внутри аккумулятор на 600 мАч, который нужно заряжать с нуля бодрых 2 часа. Он может перезаряжать наушники 3,5 раза. Подключаются уши очень быстро с ранее сопряженным устройством. Переключения между левым и правым бесшовные. Использовать по одному, разумеется, наушники можно. Наушники каждый имеет аккумулятор емкостью на 43 мАч, заряжаются в боксе до 100% они за час. На 100% громкости играют чуть дольше 3 часов 10 минут, на 50% громкости они вывозят 4 часа 10 минут. И я слышал, что есть пользователи, которые могут слушать эти наушники на 100% громкости, притом долго, но я могу слушать их максимум на 80, и все мои знакомые тоже. Не длительно, но звук можно выкручивать на максимум, но не дольше, чем на 10 минут. Форма копипаст Xiaomi QCY T10, и возможно это даже разные производственные линии от того, что у Halo на 1 мм длиннее ножка. По факту она здесь беспроигрышная, понятно, что детям не зайдет, но в целом даже очень ничего, универсальная форма. Управление сенсорное, функции плей-пауза, сброс звонка и ответ на звонок, переключение треков и вызова голосового ассистента. Изменения громкости нет, как и нет функции активации какого-либо игрового режима. Есть номинальная не самая плохая защита от влаги IPX4, Bluetooth версии 5.0, новой реинкарнации, на которую не стоит обращать внимание. Поддержка кодека только SBC и, что удивительно, звук это не портит, но об этом далее. Обрывов и фризов не ловили, заметной лично мне задержки нет. Микрофон уже не совсем плохой, драйвера на 7,2 мм работают отлично. Ну а если выбирать между QCY T10, Halo GT5 и Halo GT3, я однозначно выбираю Halo GT3. Здесь не только упор на средний бас, за которым мы так бегаем, но и есть необрезанные высокие частоты с довольно удивительной детализацией для такого форм-фактора. Запас громкости по мне отличный, на максималках уши не хрипят. Нет функции мультиподключения, нет беспроводной зарядки, нет быстрой зарядки, нет программы для обновления прошивки и переназначения тапов. В некоторых играх есть заметная задержка звука. Нет сенсоров приближения, разумеется, нет активного шумоподавления и функции прозрачности. А вообще Halo плохого не делает. Они на 8 месте за звук и качество материалов. 7 место. Xiaomi Feel T1X. Программа, игровой режим,
есть возможность отключать сенсоры управления через программу, что очень редко встречается, это очень удобно. Есть возможность обновлять прошивку, автономность 6,5 часов на сотки, диоды в ушах, которые при воспроизведении не мигают, огромный несуразный и неразумный бокс, который мне, к сожалению, нравится. Быстрая зарядка бокса на борту, 10 минут на зарядке наушников выдают 2 часа проигрывания музыки, что очень круто. Ну а главное, в них звук. В 2 раза лучше, чем они стоят. Упаковка приятная, мне понравилась, ароматов клея нет. Наушники можно было бы купить в 2 цветах, черном и красном. Я, конечно же, выбрал красный. Комплект бокс, кабель для зарядки Type-C, не лучшего качества, но и не худшего. Наушники, документация, сменные амбушюры и дополнительные фиксаторы. Достали, разложили, скачали программу, подключили наушники и обновили прошивку. Дальше начали играться с функциями. Здесь есть и встроенный эквалайзер, в программе показан оставшийся заряд, но только наушников, с точностью до процента. Заряд бокса можно определить только по диодам на боксе, есть активация уменьшения задержки для игры, можно отключить сенсорное управление наушниками или сделать его еще более чувствительным и сделать полный сброс к заводским настройкам у ушей. Плохо, что нельзя менять назначение тапов, очень удобно, что прямо с наушников можно их включать и выключать без помещения в бокс. По боксу огромный, несуразный, открывается просто, вес и размеры наушников вы видите на экране. С кастомными амбушюрами в кейс они не помещаются. Достать одной рукой наушники можно, выглядят они брутально. Чехла в комплекте нет, как и нет пока силиконовых чехлов на них в продаже. Царапается быстро, выглядит по мне хорошо, вес и размер вы сами видите на экране. Бокс большой, но не тяжелый, с такой формой в кармане его, конечно, носить неудобно. Люфт у крышки есть, но небольшой. Внутри на глянце указаны функции наушников. 3 раза бокс наушники перезаряжает, микро не супер, звук, бас упругий и плотный, средние и низкие частоты без перекосов. Запас громкости просто лютый. Если бы не габариты, место было бы значительно выше. Молодцы, Фил. 6 место. Xiaomi QCY TH01. По мне, самые недооцененные наушники от QCY. Адекватные сенсоры приближения для нашей любимой автопаузы. Беспроводная зарядка бокса, приятный матовый софт-тач пластик бокса, объемный звук с внятной серединой. Рабочий активный шумодав, 6 часов автономности на максималках, игровой режим, но программа, как всегда, работает через раз. Анимацию при подключении активируют только гиг, и то не навсегда. Изменение громкости и настройка звука. Но этот цыганский золотой ободок у поразительно адекватного микрофона просто убивает. Упаковка, как всегда, все скромно. Внутри бокса без особых запахов, комплект наушники, бокс для зарядки, бесполезный в нашем случае кабель Type-C для зарядки бокса. Вдруг у вас нет беспроводной зарядки, тогда он вас спасет. Амбушюры неплохого качества и инструкция. Вскрыли, обрадовались качеству пластика, расстроились от того, что наушники безумно пузатые. Но ненадолго, ровно до того момента, как вставили эти наушники в уши. Сидят удобно и комфортно, но под шапкой ощущаются, хотя носить можно. Бокс черный, матовый, с синим отливом, емкостью 600 мАч, на 4 перезарядки наушников его хватает. За 90 минут заряжается с 0 до сотки по кабелю, за 2,5 часа по воздуху. Вход Type-C расположен по уму, в карман помещается, стоит на поверхности этично, крышка не люфтит, размер и вес вы сейчас видите. Оставшийся заряд бокса можно узнать в программе или по диодам индикации. Наушники крупные, из ушей торчат прилично, внутри динамические драйверы на 7 мм. На 100% громкости емкости батареи при подключении по кодеку AAC хватает на 6 часов ровно. С активированным активным шумодавом на 4 часа 20 минут, что тоже неплохо. В режиме разговора у меня они прожили 3 часа 17 минут, я не знаю, почему так мало. Активный шумодав ощущается довольно хорошо. К слову, и пассивный здесь довольно неплохой. У шумодава 2 режима, игровой режим в наличии. Сами наушники, несмотря на габариты, в ушах сидят очень комфортно. По одному наушники работают. Сброс к заводским можно делать прямо с сенсоров. Между правым и левым переключение бесшовное. Данных по стандарту защиты от влаги и пыли нет. Внутри используется профессиональная high-end звуковая катушка из меди. Правда, что они имеют в виду под словом профессиональная, за эти деньги не ясно. Управление сенсорное адекватное, можно завести изменение громкости, плей-паузу, переключение треков, вызов голосового ассистента и включение игрового режима. Звук объемный, мало верхних частот, что стандартно, и отличный средний бас. Звучание обволакивающее с хорошим запасом громкости. Советую тем, кому не страшна цыганщина в цветах. 5 место. Havit Haki Time. Цвета 2, вход Type-C у бокса, активное шумоподавление, минимальные габариты, кодеки AAC и SBC с хорошим запасом звука. Да даже Ambient Sound есть. Да, я недолюбливаю этот бренд, но эти уши в топе от того, что не признать удачный продукт, просто глупо. Коробка довольно приличная для такого ценника. На упаковке указано 6 основных прелестей: активное шумоподавление, режим прозрачности, независимое подключение, низкая задержка, глубокий звук, что спорно, но обо всем этом далее, и длительный режим работы. Внутри упаковки тканевый непотребный по мне чехол для переноски,
связки, кабель для зарядки Type-C, инструкция, запасные амбушюры, наушники и бокс. У меня инструкция была на понятном всем китайском языке. Амбушюры прям топорные, неприятно топорные. Давно я таких плохих не встречал. Кейс аморальной формы и гипертрофированного размера, но это у многих сейчас. Пластик дешевый, но не самый дешевый. Лучше Redmi AirDots, но хуже по моим тактильным ощущениям, чем даже в начальной модели анкеров. Хотя габариты местами относительно анкеров намного адекватнее. Кейс емкостью 400 мАч, на 3 перезарядки наушников его хватает. От сети по кабелю Type-C кейс заряжается за 1 час 20 минут. Заряд виден по диодам индикации. Приятно, что зарядка от Type-C. Но вот трещина над входом Type-C такая, что ее даже пьяный заметит. При зарядке бокс не греется. По наушникам динамик на 10 мм с динамическим драйвером композитной диафрагмы японского производства. Наушники в кейсе заряжаются за 1 час 20 минут с 0 до сотки. Быстрой зарядки нет. В шторке у телефона виден заряд наушников, что удобно. 4,5 часа на 100% громкости без активированного активного шумодава наушники отрабатывают, что довольно скромно. На 50% громкости 7,5 часов с активированным активным шумодавом на 100% громкости играют на 15 минут меньше, на 50% громкости меньше на час. Сенсоры в каждом наушнике при воспроизведении музыки не мигают. Наушники можно отключить помещением в кейс или прямо с сенсорных панелей, что удобно. По одному наушники работают, заявлено независимое подключение правого и левого наушника к источнику, функция автоотключения на борту. Наушники переподключаются между левым и правым довольно быстро, но не молниеносно. Мультиподключения нет подключения к программе, нет сенсоров приближения, торчат из ушей они знатно. Защита от влаги номинальная IPX4, но терпимая. Управление сенсорами по функциям включения и отключения активного шумоподавления простым зажатием на 3 секунды. Притом сообщают об отключении они на английском. Включение режима прозрачности осуществляется также. Вот эта функция здесь хоть как-то, но работает, в отличие от активного шумодава, который больше для вида. Ответ на звонок и сброс звонка. Плюс вызов голосового помощника, play и пауза. Перелистывать треки пока нельзя, громкость лютая, при переключении треков шипения нет. Мало баса, мало объема, микрофоны на улице печаль. Место за запас громкости, ценник и активный шумодав. Пусть он здесь и для вида. Скажем так, 5-е место здесь легким авансом. 4-е место OnePlus Buds Z. Кейс симбиоз Samsung Buds и AirPods. Приятный пластик, странные габариты, но значительно меньше их вкладышей. IP55, Bluetooth версии 5.0, программа с индикацией заряда бокса есть, бесшовное молниеносное подключение с ранее сопряженным устройством, Dolby Atmos, сенсоры приближения и отличная автономность. Плюс неплохие микрофоны, но минимальный функционал. Упаковка, как у прошлых наушников от OnePlus, все в одном стиле. Распаковали, немного пахло клеем, что довольно сильно расстроило при распаковке. В упаковке наушники, бокс, сменные амбушюры не особо хорошего качества, я бы их сразу здесь поменял. Инструкция на английском языке, что очень хорошо, наконец не китайский. И короткий зарядный фирменный бело-красный кабель USB. Зарядка только по кабелю. Емкость 450 мАч и хватает ее на 3 полные перезарядки наушников. Размер и вес вы сейчас видите на экране. На тыльной стороне бокса есть функциональная физическая кнопка для первого сопряжения и сброса наушников. У крышки нереально минимальный люфт. Вытряхнуть наушники из бокса сложно, но можно. Вынуть одной рукой наушники реально. Внешний бокс мне понравился. Наушники продаются в белом и сером цвете. Внутри 10-мм динамические драйверы. Сенсоры приближения работают со всеми устройствами. При изъятии наушников из уха воспроизведение встает на паузу. При помещении наушника обратно воспроизведение продолжается. Программа для обновления прошивки и изменения назначения управления этапами встает на любой Android. Огромный плюс программы то, что она позволяет видеть оставшийся заряд бокса в процентах. Ну и разумеется, заряд наушников тоже. Минус, что в программе нельзя отключать сенсоры управления, хотя ложных нажатий они у меня и не ловили. По размерам наушники довольно габаритные, и лично мой уровень комфорта говорит, что их размер прямо на грани. Вкладыши у OnePlus были еще больше, так что их я вообще не вспоминаю. В принципе, производитель постепенно делает правильные выводы, но постепенно. В телефонах OnePlus наушники можно настраивать прямо в настройках Bluetooth, без применения штатной программы Hey Melody. Управление сенсорами, функции переключения треков, плей-паузы и вызов голосового ассистента. Притом на каждом наушнике можно выбирать только одну из этих функций. Одиночных нажатий вообще не завезли, защита от влаги и пыли приличная, IP55. Пота не боятся, в шапке носить можно, но неудобно. Прибеги из ушей не вылетают, автономность на 50% громкости, которой достаточно космос. 5 часов 7 минут, притом заряжаются с нуля в боксе наушники всего за 50 минут. Есть функция быстрой зарядки, 10 минут в кейсе дают 3 часа звучания на 50% громкости, что очень круто, учитывая их цену. Кодеки AAC и SBC, Bluetooth версии 5.0, до обновления даже с OnePlus 7T Pro он ловил, правда, фризы. Сейчас, после обновления, все супер. Через 2 стены наушники ловят, видимой задержки в YouTube и PUBG у меня не было.
устраивало. Микрофоны не то чтобы супер, но не ужасные. В наушниках нет активного шумоподавления ANC, нет функции изменения громкости, отсутствует возможность мультиподключения и нет режима прозрачности. Громкость с лютым запасом. Звучание живое. На максималках услышать много чего сложно, но можно. Звук при смене амбушюр на голову выше ценника. И они на 4-м месте, учитывая, что вы поменяете амбушюры у них с комплектных на свои. 3-е место. Беспроводные наушники Xiaomi ZMI PurePods Pro. Безумная автономность 10 часов. Довольно приличные микрофоны, хорошее звучание, отсутствие микрофризов при работе и адекватный ценник, конечно же, очень заманчиво. Это не лучшие наушники по звуку, но звучание здесь хорошее. Здесь не лучший активный шумодав, но в отличие от модели Oppo X, он здесь хотя бы ощутимый. Очень низкая по ощущениям задержка в играх, по мне даже комфортнее, чем в AirPods Pro. Изменение громкостью и анимация с моим новым Poco X3 NFC в наличии. Эти наушники меня, конечно, покорили. Упаковка. Все максимально просто, даже я бы сказал дешево. В комплекте наушники, 2 пары сменных амбушюр, по мне ужасного качества, но зато беленькие. Кабель для зарядки Type-C на USB-A, не думаю, что он вам понадобится, но лишним точно не будет. Бокс для зарядки, инструкция. Все на китайском. Для управления есть программа, в наушниках есть сенсор приближения, работает хорошо. Вынули автопаузу, вставили обратно, включилось воспроизведение. Шумоподавление и функция прозрачности имеется, работает притом заметно. Не как в AirPods Pro, но близко к уровню Huawei FreeBuds. Одно ухо с шумодавом не работает. Есть функция адаптивного шумоподавления и громкости, находящаяся в лаборатории. Есть возможность отключить сенсоры приближения в программе, что очень удобно. Анимация на Poco X3 глобалке у меня работает без проблем. Голосовой помощник от Xiaomi, конечно же, на борту. Можно искать наушники через программу. Управление через нажатие. Привыкаешь быстро. Одно нажатие play-пауза, 2 на левое и правое программируется. На левое я завел уменьшение громкости, на правое активацию игрового режима. Можно и по-другому. 3 нажатиями меняется режим работы шумодава и прозрачности. Все интуитивно, максимально понятно. Обновление прошивки прилетает моментально и довольно ощутимо исправляет работу микрофонов. Длинным нажатием можно выключать и включать наушники. Бокс больше AirPods-овского. Пластик не самый дешевый. Швы видны. Есть физическая кнопка с индикацией для сопряжения и определения уровня заряда. Зарядка через Type-C и беспроводная зарядка. Емкость бокса 490 мАч. На 2 перезарядки наушников ее хватает. Микрофоны на улице хороши. Кодеки только AAC и SBC. Проблема в том, что тихо играют очень с айфоном эти наушники. С андроидом лично мне хватает 50% громкости. В целом уши хороши, очень хороши для игроков, задержки вообще практически не ощущаются. Во всем, что в принципе может работать адекватно с ТВС наушниками. Не все игры, к сожалению, допилены для них. Если вам нужен активный шумодав, то, наверное, это на данный момент лучший выбор. 2 место. Беспроводные наушники Anker Soundcore Live P2. 7 часов автономности, функция быстрой зарядки для самих наушников, которая очень редко встречается. Микрофоны, которые работают как надо, а не как их рекламируют. Защита от влаги IPX7, что очень бодро. Механические кнопки управления, и у этого бренда просто не бывает плохого звучания. Об этом вам может сказать как любой музыкант, так и простой меломан. Их можно купить в любом магазине. Именно их я советовал всем до $60 уже год, и на них обязательно смотреть обзор отдельно. Это правда бестселлер, 7 часов автономности, aptX и море фанатов. Механические кнопки управления лично для меня решают. Я их советую на все 100. И они во многом лучше первого места топа, кроме звука. 1 место. Meizu Pop Pro. Звук лучший в этом ценовом сегменте, с чем угодно. Быстрое подключение, анимация для телефонов Meizu, 6,5 часов без активированного активного шумодава, достойные микрофоны, и если их не слушать, то может показаться, что это жалкое подобие AirPods Pro. Но это не так. Белый глянцевый цвет наушников и кейса, система активного шумоподавления ANC 3-го поколения с 3 установленными микрофонами способна компенсировать шум с громкостью до 35 дБ, что в принципе стандартно. И да, она значительно хуже яблочных прошек. Качественное исполнение, но швы соединений видны. Динамик диаметром 10 мм с подвижной катушкой и композитной диафрагмой, обеспечивающий бесподобный звук в данной ценовой категории. Это я сейчас не шутил, я и правда так думаю. Но при этом всего 3 комплекта сменных амбушюр, которые мало кому могут подойти. Чистая копия внешнего вида яблочных прошек, и это хорошо. Внутри упаковки кейс, наушники, 3 пары сменных амбушюр, короткий кабель Type-C и краткая инструкция по эксплуатации. У Meizu зарядка бокса только по проводу. Емкость бокса Meizu Pop Pro составляет 300 мАч. У наушников 45 мАч у каждого уха. Мне на 3 перезарядки не хватило, получилось 2 зарядки и 3 на 80%. В сумме с боксом у меня получилось около 19 часов без активированного активного шумодава. Заявленная защита от влаги IPX5, но только в рекламе. Ну а на 1 месте они за звук. Вот насколько внешне вблизи они обычные, настолько эпично они звучат.
звучат. Микрофоны ничего суперского, но потребно. Звучание лучше, чем в AirPods Pro. Meizu со всеми устройствами играют правильно. Недостатки все в обзоре на эти наушники, как и все подробные обзоры на все наушники, представленные в топе, с примерами задержки микрофонов. Резюмирую, для звука я бы взял Meizu Pop Pro. Для начала можно и QCY T10. Рядом с домом я бы взял Anker P2. Чтобы забыть об автономности, я, конечно, взял бы ZMI. Идеальных вещей нет. Будут еще наушники, еще топы. Но пока так. Скидки и выгодные предложения можете, кстати, найти в моем телеграм-канале по ссылке в прикрепленном комментарии. И там только то, что я сам купил или хотел бы купить по выгодной цене, а не всякий шлак в виде бесконечных кабелей, ноутбуков и мобильных игр. Ставьте лайк за труды, пишите, с чем согласны и что хотите на обзор в комментариях. Не забывайте про конкурсы, условия которых в описании. Подписывайтесь с колоколом, девайс сюда или нет, польза не отдаст ответ. Добра и удачи вам, дорогие друзья.